Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ну что, ребята, Трамп в очередной раз опозорился и слился. Давайте посмотрим, что он тут учудил последний раз. Честно говоря, знаете, когда что-то связано с именем Трамп, ждешь или глупости, или подлости, и ничего другого уже ждать невозможно. Или, да, или курям насмех. Вот последнее это уже курям насмех. Значит, что он впорол в этот раз, не моргнув глазом, несмотря на то, что раньше он заявлял, что Китаю будет там 200% пошлин, или 400, или 500, там чушь какую-то, что Трамп, что трамписты несли вокруг него. Сегодня, не моргнув глазом, просто вот так вот, оп, и говорит, я с них сниму пошлины. Потому что у меня хорошие отношения с... Нахрена ты их водил? Ну ладно. У меня хорошие отношения с Си. Да, я сниму пошлины. Сейчас 145%. Но не до нуля. Ну, может там 10% сделать, как всем, да и все. Вот, да, мы договоримся, китайцы за наш счет жили, но теперь этого не будет, это уже бла-бла-бла, ко-ко-ко, этого уже не будет, я красивый, у меня прическа замечательная, пошлин не будет, торговля, ура, мир, дружба, май, кукуруза. После всего, что он говорил вчера, позавчера, пару дней назад и так далее, и так далее. Просто такое впечатление, что у него, извините меня, ум трехлетнего ребенка, который сидит в песочнице. На него смотрит другой ребенок, тоже трехлетний, тоже сидит в песочнице. И вот этот первый ребенок забирает у второго пасочку, и говорит, я ее не отдам. А через 1,5 минуты забывает, что он не хотел ему отдавать эту пасочку, потому что одному скучно с пасочкой играться. А вот если он будет с товарищем играться с пасочкой, будет веселее. И он отдает ему через 1,5 минуты пасочку, потому что он забыл, что 1,5 минуты назад он говорил, что эту пасочку не отдаст. Это про Трампа. Да, вот именно это уровень управления Соединенными Штатами на сегодняшний день. Вот, если посмотреть в общем и целом, давайте посмотрим. Он, значит, себя выдает за великого дилмейкера. Да? Вот он сказал, что будет за 90 дней 90 договоров со странами. Прошло уже, по-моему, 11 или 12 дней с момента, когда он это все заявил, что 90 будет договоров с разными странами. Я хочу спросить, трамписты, а сколько есть договоров на сегодняшний день? Я вам скажу, целый 0. Целый могучий 0 договоров, да, все ринулись подписывать, я же не спорю, конечно, все бегут, аж спотыкаются. Вот все просто ржут, не то что ржут, одни ржут в голосину, другие смеются, третьи плачут, четвертые за голову просто схватились, рвут волосы, говорят, боже, с кем приходится иметь дело, оно ж хворе, да, вот, и все как-то в этом роде, то есть ужас, ни одного дела. Дальше. Он заявил, что мы заберем панамский канал, твою налево. Забрали. Нет, что-то там подписали, но канал как функционирует под руководством Панамы, так и функционировал. Ну да, откуда-то выкинули там китайскую какую-то фирму, которая там пыталась что-то делать, но это еще не факт, что она оттуда уйдет, ну и все. То есть панамская, кричали, как они с Хекса, там, мы его заберем, мы туда корабли военные пошлем, мы действительно послали. Но они сходили и вернулись назад. То есть пшик с Мексикой, пшик. Дальше. А что-то я забыл за 51-й штат Канаду. Вот я забыл, такие ж были замечательные выражения. Канада будет 51-м штатом, поэтому у них никогда не будет тарифов, будет безопасность. Как будто Канаде кто-то угрожает. Может, эскимосы, может, я не знаю, кто-то им там угрожает. Но Канаде кто-то очень сильно угрожает. Да, мы их обезопасим. Ну, вы их сделали 51-м штатом? У меня просто вопрос. Где там 51-й штат? Уже забыли, да? Гренландию мы, твою налево, значит, Гренландию заберем. У Дании не обеспечивает надлежащего уровня безопасности. Нам нужна Гренландия, чтоб тудыть его в качель. Все было хорошо. Ну шо? Где там Гренландия? Забрали, не? Уже забыли. Украина. Мы в Украине, значит, мы такие дилмейкер, писмейкер, я хочу Нобелевскую премию мира. Я все сделаю. Гоп, самослились. Я так понял, что они вообще сейчас выходят из процесса и, как говорится, находясь в нижней точке унитаза, сами за собой потянули за вот этот вот, за эту фигню, и водичка полилась, да?
сказать, что это позорище несусветное, это ничего не сказать. Это просто, ну, знаете, когда происходит одно глупое событие, ну, можно списать на какую-то там, я не знаю, случайность. Два глупых события заставляют уже зачухаться и говорить, стоп, что-то здесь не то. А здесь, понимаете, куда ни... Вот теперь с Китаем, с этими самыми, простите меня, с тарифами. Канаде ввожу тарифы, Канаде вывожу тарифы. Ага, Мексике ввожу тарифы, вывожу тарифы. Потому что там еще? Китаю, Мексике, Канаде. Это вообще шо? Ребята, это бред сумасшедшего. Такое впечатление, что мы в дурдоме находимся, честное слово. Это поведение... Ну тут... А вот что это за поведение, можно разобраться. Смотрите. Тут есть два варианта. Первое. Трамп руководит действительно ситуацией. И он просто невменяха. Он невменяха. Абсолютно, как говорится, сбрендил и творит, учитывая уровень его развития, а также, видимо, деградирующий уже в силу естественных причин ум, он никого не слушает вокруг себя. Кстати, Маск сказал, что он как-то отваливается от этой компании, будет работать в администрации Трампа не больше 1-2 дней в неделю, потому что с фирмой дела швах, с Тесла и так далее. Да, то есть как-то вот дистанцируется постепенно. Вот, значит, Трамп, возможно, в силу, как говорится, деменции, может, еще чего-нибудь, не знаю, вот, просто творит то, что он творит, да, а его популизы вынуждены, поскольку они с ним в одной лодке, пытаться оправдать то, что, знаете, голый король марширует по улицам, все эту сказочку знают, да. Вот. Это как бы первый вариант, он просто как бы, ну, зациклен на том, что Трамп творит, потому что не ведает, что творит, потому что у него, ну, вот как-то вот не все в порядке, то ли с образованием, то ли с головой, то ли со здоровьем, то ли еще что-нибудь. Ну, вот что-то такое, да. Вот. И второй вариант, что Трамп это кукла, которая не решает вообще ничего, которая представляет гораздо более серьезные круги, которым, в свою очередь, нужна ситуация хаоса, управляемого хаоса. И Трамп просто говорит то, что, как бы делает то, что ему и говорят. Тоже за эту ситуацию говорят очень многие моменты. Почему? Потому что крайне странно было наблюдать за президентскими выборами, когда фактически демократы вот просто взяли и слили власть ему. Просто слили, вот по-другому, без серьезной борьбы, выставив никчемную кандидатку. Сначала выставив такого же дедушку, как Трамп, который, ну божий одуванчик, ну, при всем моем уважении к Байдену, ну, так нельзя, это, ему место явно было не на президентском кресле, ну, вот так, да, и они выставляют сначала дедушку Байдена, потом хохотушку несерьезную, которая выглядит даже анекдотично, да, и просто сливают выборы, очевидно сливают выборы. И сейчас ничего не делают, да? Вот странно, ничего же не делают. Как-то вот они так... Да, люди уже сами выходят на улицу, люди возмущаются и т.д., а у демократов как-то вот нет протестов, да? Это может говорить о чем? Это может говорить о том, что есть некое, как они говорят, глубинное государство, которое управляет всеми процессами, в том числе демократами, в том числе республиканцами, то есть это их одна рука, это их вторая рука, и они тусуют все, что хотят, создавая ситуацию управляемого хаоса, громя американскую экономику. Вы спросите, а для чего им громить? Ну, действительно, вот такая вот нестабильность создаст в перспективе огромные проблемы для американской экономики, что сделает американцев более бедными. А теперь смотрите, где люди бедные, бессловесные и готовы за похлебку, грубо говоря, подохнуть. Посмотрите на Россию. Путин сделал этих, значит, чмырей бедными, нищими, сирыми, убогими, затюкал мозги вот этим величием. И они за похлебку идут убивать украинцев. Да? Вот, то есть дает им относительно небольшое количество фублей, которые он сам же печатает столько, сколько хочет. Вот и они идут и помирают. Помирают, как говорится, эти русские ваньки помирают, а на их место уже завозят более подходящее для Путина население из Таджикистана, Узбекистана, там, Афганистана, еще откуда-то, не знаю.
Вот, то есть заменяют население пока что. Это явно видно практически по всем российским городам на сегодняшний день. Вот, и нечто подобное происходит, похоже, что в Соединенных Штатах. Если это так выглядит, что действительно республиканцы и демократы вместе этим занимаются, то есть если они действительно подчиняются неким процессам или неким людям, которые ими просто руководят, а они являются сами по себе просто ширмой для этих людей, ну тогда да, тогда понятно становится, почему у демократов язык в попе, тогда становится понятно, почему Трамп так легко, без сопротивления стал президентом, просто расшвыряв всех вокруг. Посмотрите, как в Румынии, кстати, это же не прошел такой вот вариант, да, реванш вот это вот бредятины, да, Румыния оказалась на порядок более сильной, внутренне сильной, чем Соединенные Штаты Америки. Там Джорджеску не прошел. Угу. Его просто остановили любым доступным способом. Вот. А в Штатах вот болтун и несерьезный человек прошел. Спрашивается, почему? Не для создания ли управляемого хаоса, после которого американцы станут беднее, очень многие станут нищими, будут полностью зависеть от государственной похлебки, от государственной подачки. И станут более управляемы. Вот, собственно говоря, и все. Может быть такая версия, она конспирологическая, но да, может быть и такое. То есть смотришь на то, что он творит, ну, елки-палки, это же просто жуть какая-то. Это жуть, это несерьезно, это глупо, это выглядит, это ужасно выглядит. Дальше вот он кричал: мигранты! Все, значит, граница открыта, всех выслать нахрен, границу закрыть, поставить, значит, 100-500 миллиардов пограничников. Это он кричал. А какая ситуация на сегодняшний день? Через границу как перли, так и прут, поверьте мне, прут. Уже американцы даже вот приезжают туда, ТВ-компании снимают это дело. А товарищи идут через границу, продолжают идти. Это один момент. Второй момент, их же никто не высылает в результате. Дело в том, что по депортации имею в виду. Количество депортаций из США после ухода Байдена уменьшилось. Друзья мои, уменьшилось. Трамп никого не высылает. Вот что весь прикол. Это все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это для ватопитеков. А количество депортаций уменьшилось. Но вот есть там несколько известных случаев, которые они, значит, выслали кого-то там бандита, или я не знаю, кто он там такой, это в Сальвадор, эти сенаторы за ним туда поехали, вручать его из Сальвадора. Это все, ну, это игра на каких-то дураков вообще. То есть творится какой-то бред. Действительно, без иммигрантов Соединенные Штаты Америки работать не могут, функционировать не могут. Это тоже правда. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки есть масса работ. Прежде всего, сельское хозяйство. Второе, это любые швейки, это стройка, это все что угодно, все, что требует больших затрат и физического труда. Уборка, например, да, улицы и так далее. Большие затраты физического труда, но мизерные зарплаты, имеется в виду либо минимум, либо меньше минимума, как в сельском хозяйстве. Американцы туда работать не пойдут. Если ты высылаешь всех иностранцев, как ты говорил, то кто будет работать? То голод наступит. А кто работать будет в сельском хозяйстве? Ни один американец не пойдет, ни один. Вот так вот. То есть для того, чтобы американцев заставить пойти на вот подобные работы, там, шить что-то, да, вот представляете, вообще себе на секундочку, американца там 150-килограммового сидящего и шьющего ботинки или там или носовые платушки, вы себе представляете эту картину? Этого не может быть по природе, по своей, да? Вот. Для того, чтобы американцев заставить пойти на такие заводы, их надо сделать для чего? Нищими, чтобы... Вот если он станет нищим, жрать ему будет нечего, вот тогда он, конечно, от безвыходяги на такую работу попрется. Вот. И в принципе, в перспективе, конечно, возможно, если они их сделают всех бедными, то тогда, может быть, они пойдут вот туда работать. Но это будет не быстро. А пока что то, что он вот рассказывал перед выборами, да я тут, я в Украине мир за 24 часа сделаю, я этих иммигрантов на следующий день всех вышлю. Да, я тут тарифами всем этим ввел. Ага. Из всего, что он реально сделал на сегодняшний день, вот я признаю, он сделал две вещи.
Две, это то, что я вот, да, должен признать. Первое, это действительно победа. Он заменил картонные трубочки для какао на пластиковые, да. И второе дело, он переименовал Мексиканский залив в Американский. Правда, безуспешно, потому что для всего мира он остался мексиканским. Но, по крайней мере, в Штатах его пишут как американский. Вот это действительно ему удалось сделать. Вот. А все остальное как-то, ну, выглядит, мягко говоря, вообще непонятно. И укладывается только уже, знаете, вот то, что он делает, укладывается в какие-то конспирологические теории. Опять-таки, я хочу вернуть все рабочие места в США. Угу. Вот с телефонами, да? Бабах, ввел санкции, там же не только на телефоны, там на всю электронику. На всю электронику ввожу санкции. Ура, ну и на все товары остальные тоже. Бабах, ввел, ему эти представители компании говорят, стоп, стоп, стоп. Даже если ты сегодня захочешь вернуть вот эти заводы в США, во-первых, их построить в США это не так быстро. Во-вторых, где ты возьмешь под них, где ты под эти заводы возьмешь рабочую силу. Грамотную, технологически, потому что это айфоны. Там шлепера какого-то с улицы вот так вот не посадишь за 2 дня, показав ему, как что-то делать, не получится. Это же, вы же поймите, это же не какашки убирать и не марлевые повязки шить. Это айфоны все-таки там, ну, даже на конвейере нужно кое-что уметь делать и соображать что-то. То есть сначала нужно подготовить место, сначала нужно подготовить рабочую силу, то есть открыть какие-то ПТУ, там, я не знаю, что такие-то учебные комбинаты, с тем, чтобы подготовить достаточное количество людей, которые могли бы в дальнейшем выполнять те или иные функции на вот этом довольно сложном предприятии по производству любой электроники. Что он делает вместо этого? Никакой подготовки, ничего. Херак санкции туда, херак сюда. Потом, блин, все, капец, айфоны будут стоить по $5000. Да, хреняк отменил. Хреняк тут тоже отменил. Это политика? Это вообще что? А теперь с Китаем вообще все отменяет. Ну, ребята, это выглядит, знаете, сказать по-дурацки, это ничего не сказать. То есть, еще раз говорю, такое впечатление, что Чудика просто поставили для того, чтобы он сделал управляемый хаос, и чтобы он вверг в Америку в какой-то, вы же поймите правильно, в какое-то, не знаю, экономическое бедствие. Почему? Потому что, ну, большие компании, большие деньги не пойдут в страну, где за 1 месяц 48 раз вводятся, выводятся налоги, заводятся налоги, перезаводятся, закрываются границы, открываются границы, объявляется война Канаде, не объявляется война Канаде, заменяются пластиковые трубочки на картонные, картонные на пластиковые, а сверху хренякнулся Американский залив.